Когда в старом корпусе за Костромой умер пациент из 7-й палаты, санитарка Вера Матвеева первым делом увидела не лицо покойного, а его руки. Пальцы были сжаты так крепко, будто человек держался за край пропасти. Медсестра Галина Петровна велела не смотреть лишнего и быстро менять белье. В отделении всегда говорили тихо, но в то утро тишина стала почти вещественной. Больница стояла в сосновом лесу, в 40 километрах от города. Зимой сюда добирались по узкой дороге, занесенной снегом и равнодушием. Корпуса были советские, с облупленной плиткой, железными дверями и длинными коридорами, где пахло хлоркой, кашей и старой человеческой обидой. Вера устроилась сюда 3 месяца назад, после развода и смерти матери. Ей нужна была работа с общежитием, без лишних вопросов. Пациента звали Аркадий Львович Рощин. По документам — тяжелая деменция, приступы агрессии, полная утрата памяти. Но Вера видела другое. Он не забывал. Он притворялся забывшим. Когда приносили утренние таблетки в синем пластиковом стаканчике, он начинал дрожать, закрывал рот ладонью и смотрел не на врачей, а на замок двери. Вера не сразу поняла этот взгляд. Потом заметила, что он считал шаги дежурного врача. Знал, когда скрипнет тележка. Различал по дыханию, кто вошел в палату. Однажды ночью он прошептал ей: «Не верьте печатям, девочка. Бумага терпит больше, чем человек». Вера тогда решила, что это бред, хотя слова были слишком ясные. Смерть оформили быстро. Главврач Кирилл Сергеевич Лосев сказал: «Сердце, возраст, сосуды». Вера стояла у стены и чувствовала, как в кармане передника холодеют ключи. Ее попросили разобрать постель. Под наволочкой она нащупала неровность. Ни деньги, ни ложку, ни таблетку. Внутри была узкая полоска бумаги, сложенная вчетверо. Почерк дрожал, но строки шли ровно. Первая фраза заставила Веру сесть на край кровати. «Я не безумен. Меня сделали удобным». За дверью уже приближались шаги. Вера спрятала бумагу в рукав, потому что в коридоре появился санитар Бычков. Его все звали по фамилии, даже старшие врачи. Широкий, молчаливый, с лицом человека, который давно перестал удивляться чужой слабости. Он заглянул в палату, задержал взгляд на подушке и спросил, все ли чисто. Вера ответила, что сейчас вынесет белье. Голос у нее прозвучал почти спокойно. В прачечной было жарко и сыро. Машины гудели, как старые поезда. Вера открыла листок только там, среди пара и чужих простыней. Аркадий Львович писал мелко, экономя место. Он называл себя не пациентом, а свидетелем. Упоминал кафедру фармакологии в Перми, экспертные заключения, странные смерти в закрытых отделениях и препарат под рабочим названием «Северин». Это слово Вера уже слышала. На складе старшая медсестра однажды ругалась из-за новых ампул без привычной маркировки. На коробках стояли только номера серий и подпись лаборатории из Санкт-Петербурга. Врачи говорили, что это расширенная программа лечения резистентных состояний. Пациентам объясняли еще проще. Так надо. Вечером Вера вернулась в 7-ю палату под предлогом проверки матраса. Она не знала, что ищет, но руки сами стали прощупывать швы. В боковом разрыве оказались еще обрывки. Куски тетрадных страниц, края квитанций, оборот старого бланка. Некоторые строки были смазаны потом или слезами. Некоторые обведены несколько раз. Аркадий Львович писал о том, как его привезли сюда ночью. Не родственники, не скорая. 2 мужчин в штатском и врач с папкой. В истории болезни уже стояли диагнозы, подписи и штампы. Он пытался спорить, но его держали за локти, как пьяного на вокзале. Наутро он проснулся связанным и услышал, как кто-то за ширмой сказал: «Пока он говорит, он опасен». Вера читала и вспоминала его глаза перед таблетками. Не безумие было в этом взгляде. Там была память человека, которому никто не поверил. Ночью она забрала все найденные клочки в общежитие. В коридоре у ее двери кто-то оставил пустой синий стаканчик. Общежитие для персонала помещалось в бывшем административном флигеле. Стены там были тонкие, батареи стучали по ночам, а окна выходили на черный лес. Вера жила в комнате с железной кроватью, шкафом и фотографией матери на подоконнике.
Мать смотрела строго, будто и после смерти не разрешала дочери трусить. Вера разложила обрывки на полу. Сначала они казались беспорядком, но постепенно складывались в страшную последовательность. Аркадий Львович был профессором, консультировал независимую комиссию при одном региональном суде, проверял дела людей, признанных невменяемыми после имущественных конфликтов, наследственных споров и жалоб на медицинские учреждения. В нескольких историях болезни он нашел одинаковые фразы, будто их печатали по шаблону. Потом он вышел на эту больницу. Закрытое учреждение, дальний район, пациенты без влиятельных родственников. Старики, сироты, бывшие военные с травмами, одинокие женщины после тяжелых разводов, люди, которых общество и так предпочитало не слышать. В документах их называли сложными. В дневнике Аркадий Львович называл их удобными. Препарат вводили не всем. Выбирали тех, кто жаловался письменно, требовал пересмотра диагноза или сохранял ясность после официального распада личности. Побочные действия были разные. Онемение рук, провалы речи, судороги, резкое падение давления. После третьей серии некоторые уже не могли держать ложку. В отчетах писали «прогрессирование основного заболевания». Вера несколько раз отрывалась от страниц. За окном снег косо летел в желтом свете фонаря. Где-то внизу хлопнула дверь. Она хотела убедить себя, что старик все выдумал, но в памяти всплывали лица пациентов после процедур. Тихая Валентина Ивановна, которая раньше вышивала салфетки, а теперь не попадала рукой в чашку. Бывший прапорщик Зайцев, все повторявший номер воинской части, пока однажды не стал молчать сутками. Утром Вера пришла на смену раньше всех. У кабинета Лосева стояла незнакомая женщина в дорогом пальто. Она говорила негромко, но Вера услышала. Новая партия должна пройти без шума. Главврач ответил: после Рощина шуметь уже некому. Вера поняла, что ошибалась. В тот день Вера работала медленнее обычного. Она боялась торопливых движений, потому что страх всегда выдает себя поспешностью. Галина Петровна заметила ее бледность и посоветовала пить пустырник. В больнице вообще любили советовать успокоительное тем, кто начинал задавать вопросы. Вера стала смотреть внимательнее. В процедурный шкаф с новыми ампулами закрывали отдельным ключом. Журнал выдачи лежал не у старшей медсестры, а в кабинете замглавврача по лечебной части. На дверях появились новые замки. В коридорах чаще ходил Бычков. Пациенты тоже чувствовали перемену. Даже самые тихие стали жаться к стенам, когда слышали колесики медицинской тележки. После обеда Веру отправили кормить отделение слабых больных. Там лежал Михаил Петрович Зайцев, бывший военный связист из Ельни. Когда-то он рассказывал, что служил честно, но после смерти жены сломался, начал пить и попал в драку с участковым. Родственники оформили все быстро. Квартиру в Смоленске продали племянники. Он остался здесь, среди чужих халатов и чужих решений. Вера поднесла ложку, но Михаил Петрович не открыл рот. Губы его дрожали. Он смотрел на ее нагрудный бейдж, словно хотел запомнить имя. Потом еле слышно сказал: «Профессор не врал». Вера замерла. Он повторил. Он говорил, что бумага выйдет наружу, только не через врачей. Она спросила, откуда он знает. Зайцев закрыл глаза. На его руке под рукавом Вера увидела синяк от недавней инъекции. Круглый, желто-синий, с красной точкой посередине. Он прошептал: «Они завтра начнут с новых, с тех, кто еще спорит». Вечером в ординаторской объявили список пациентов на расширенную терапию. 5 фамилий. Среди них была Марина Сомова, 49-летняя учительница из Вятского. Женщина с ясными глазами, которая каждую неделю писала жалобы в прокуратуру и просила сообщить дочери настоящий адрес больницы. Вера держала поднос так крепко, что костяшки побелели. Лосев посмотрел на нее через стекло очков и спокойно спросил, не хочет ли она взять внеплановый выходной. Теперь ее тоже записали в чей-то невидимый список. Вера могла уехать утром. До трассы ходил служебный автобус, а оттуда электричка до Костромы.
Она представляла, как выйдет на вокзале, купит горячий чай в пластиковом стакане и растворится среди людей. Никто не обязан становиться героем. Особенно женщина с пустым кошельком, без мужа, без связей и с больным сердцем от постоянного страха. Но ночью она долго смотрела на фотографию матери. Та всю жизнь проработала медсестрой в районной больнице под Красноярском. Говорила мало, зато чужую боль не делила на удобную и лишнюю. Когда Вера в детстве боялась темноты, мать садилась рядом и штопала халат, будто свет исходил не от лампы, а от ее терпения. Утром Вера позвонила бывшему мужу Андрею. Он служил юристом в крупной компании в Москве и давно говорил с ней так, будто их брак был ошибкой бухгалтерии. Вера попросила номер честного адвоката. Андрей выслушал, помолчал и сказал, чтобы она не лезла в чужие дела. Закрытые учреждения не рушатся от женских догадок. Потом добавил почти мягко: «Ты всегда путала совесть с упрямством». Эти слова неожиданно помогли. Вера поняла, что давно ждала от кого-то разрешения поступить правильно. Но разрешение не приходило. Значит, придется обходиться без него. Она начала копировать дневник, фотографировала страницы старым телефоном, прятала снимки на карту памяти, часть отправила на электронную почту соседки детства Натальи, которая работала библиотекарем в Перми. В сообщении написала только «Сохрани. Если я перестану отвечать, покажи это людям». Наталья не задала вопросов. Через минуту пришло «Поняла». К вечеру Вера нашла в журнале процедур странность. У 5 пациентов заранее стояли отметки о согласии на лечение. Подписи были разными, но наклон одинаковый. Марина Сомова якобы подписалась размашисто, хотя руки у нее дрожали после старой травмы, и она всегда выводила буквы мелко. Вера вырвала не страницу, а тонкую копию из-под копировальной бумаги, оставшуюся в папке. Бумага прошуршала слишком громко. За спиной открылась дверь. На пороге стояла Галина Петровна и смотрела не зло, а устало. Галина Петровна закрыла дверь ногой и долго молчала. У нее были сильные руки, красные от постоянного мытья, и глаза человека, который видел больше, чем хотел помнить. Вера уже приготовилась к крику, но старшая медсестра только сказала «не здесь». Потом взяла ее за локоть и вывела через служебный ход к пустой кладовой. Там пахло мылом, мышами и мокрыми валенками. Галина Петровна достала из кармана связку ключей. Они звякнули тихо, почти виновато. Она спросила, сколько Вера нашла. Та не ответила. Тогда старшая медсестра сама произнесла фамилию Рощина. Без раздражения, с тяжелым уважением. Оказалось, профессор пытался говорить с ней еще 2 года назад. Тогда Галина Петровна не поверила. Вернее, поверила наполовину, а половины оказалось мало. У нее сын сидел после аварии, дочь с ипотекой, муж после инсульта. Лосев умел напоминать людям, что их жизнь держится на ставке, премии и подписи в трудовой книжке. Каждый здесь был чем-то привязан. «Я не убийца», — сказала она. Но голос ее сорвался. Вера ничего не ответила, потому что иногда молчание честнее утешения. Галина Петровна рассказала, что новая партия препарата придет официально как благотворительная программа. Приедут люди из Московского фонда, местный чиновник от здравоохранения и фотограф районной газеты. Снаружи все будет выглядеть как забота о тяжелых больных. На деле первую серию введут ночью, когда гости уедут. Документы подготовлены заранее. У Веры появилась возможность. Ключ от процедурной. Час между вечерним обходом и ночным введением. Ампулы можно заменить физраствором, если успеть. Но этого мало. Нужны оригинальные упаковки, журнал выдачи и дневник Рощина. Без бумаг все спишут на истерику санитарки. Галина Петровна дала ей ключ, но руку не отпустила. «Если тебя поймают, я скажу, что ничего не знала». Вера кивнула. Она не ждала подвига от другого человека. Ей было достаточно, что кто-то впервые открыл дверь. Когда Вера вышла из кладовой, в конце коридора стоял Бычков. Он не сделал ни шага, только поднял телефон и кому-то коротко позвонил. День приезда комиссии начался с мокрого снега. Он лип к окнам, к крыльцу, к черным пальто гостей.
У входа поставили новые коврики, в холле повесили плакат о милосердии и современной помощи. Пациентов, которые могли испортить картину, заранее увели в дальнее крыло. Остальным выдали чистые халаты и сладкий чай. Вера наблюдала за этим из буфетной. Ей казалось, что весь корпус превратился в декорацию для чужой лжи. Лосев улыбался чиновнику, женщина в дорогом пальто говорила о социальной ответственности, а Марина Сомова сидела у окна с расчесанными волосами и смотрела на снег так, будто пыталась запомнить свободу. После обеда Веру вызвали к главврачу. Кабинет Лосева был теплым, с ковром на стене и полированным столом. На полке стояли медицинские дипломы, благодарности администрации и старая фотография больничного коллектива. Вера заметила среди лиц молодую Галину Петровну. Тогда она еще улыбалась. Лосев предложил ей чай. Не угрожал сразу. Сначала говорил о трудных пациентах, о недофинансировании, о том, что настоящая медицина требует решений, непонятных посторонним. Потом положил на стол конверт. «Вам нужна помощь, Вера Николаевна. Я знаю про долги за материнскую квартиру». Она почувствовала, как внутри поднялась холодная злость. Значит, они уже копались в ее жизни. Она спросила, почему умер Рощин. Лосев снял очки и устало потер переносицу. Он умер от собственного характера. Такие люди не понимают, когда надо остановиться. В этой фразе было больше признания, чем в любой подписи. Вечером Вера вернулась в отделение. Галина Петровна не смотрела ей в глаза, но у раковины оставила маленький пузырек с надписью «Натрий хлорид». Рядом лежал ключ от процедурной. На секунду Вере захотелось обнять ее, но в их мире такие жесты были опаснее слов. В 9:30 погас свет в дальнем коридоре. По больнице прошел гул генератора. Вера поняла, либо сейчас, либо никогда. Она открыла процедурную и увидела, что шкаф с ампулами уже пуст. Пустой шкаф был хуже крика. Вера стояла перед раскрытой дверцей и слышала, как стучит собственная кровь. На полке остались только старые бинты и коробка шприцев. Новые ампулы перенесли. Значит, Лосев ждал ее. Или Бычков успел предупредить. Она заставила себя думать. Если препарат готовили к ночному введению, его могли держать в малой процедурной при изоляторе. Туда водили самых беспокойных пациентов. Там не было камер, только зарешеченное окно и тяжелая дверь. Вера взяла физраствор, спрятала ключ в носок и пошла через лестницу для белья. В коридорах пахло сыростью и электрическим дымом. Свет мигал. За стенами кто-то тихо плакал, кто-то бормотал молитву, кто-то стучал пальцами по металлической спинке кровати. Вера раньше раздражалась на эти звуки. Теперь они казались ей последним доказательством, что люди еще живы. У изолятора она увидела Марину Сомову. Женщина сидела на стуле, руки ее были привязаны мягкими ремнями. Рядом стоял молодой врач Климов, недавно окончивший ординатуру в Иваново. Он смотрел в пол и держал лоток с ампулами. Вера поняла, что он боится не меньше ее. Но страх делает людей разными. Одних — трусами, других — свидетелями. Она вошла и сказала, что Лосев просил проверить дозировку. Климов вздрогнул. Вера назвала серию препарата по памяти из журнала. Это сработало. Он отступил на шаг. Пока он искал запись, Вера заменила 3 ампулы, потом еще 2. Руки у нее были сухие и чужие. Марина смотрела на нее внимательно. Вера наклонилась поправить ремень и прошептала: «Терпите, я выведу это наружу». Учительница едва заметно кивнула. В ее глазах не было благодарности. Там была осторожная надежда, которой страшно верить. Вера уже взяла лоток, когда за дверью раздался голос Бычкова. «Открывай, Климов. Главный сказал проверить все лично». Молодой врач побледнел. Вера увидела на столе толстую папку с журналом выдачи. Рядом лежали оригинальные упаковки, все, что ей было нужно. И дверь уже открывалась. Климов сделал единственное движение, которого Вера от него не ждала. Он опрокинул металлический лоток на пол. Ампулы покатились, зазвенели, одна разбилась у ноги Бычкова.
Санитар выругался и шагнул внутрь. Этих нескольких секунд хватило, чтобы Вера схватила папку и упаковки, прижав их к груди под халатом. Бычков заметил это не сразу. Он ударил Климова в плечо так, что тот сел на табурет. Марина Сомова закрыла глаза, будто снова оказалась перед доской в классе и ждала, когда закончится унижение. Вера бросилась к боковой двери, ведущей в старый переход между корпусами. Ее давно не использовали, но Галина Петровна рассказывала, что замок там держится на честном слове. Переход был холодный, с выбитыми окнами и запахом гнилого дерева. Снег залетал внутрь, таял на плитке. За спиной грохотали шаги. Вера бежала, не разбирая дороги. Папка мешала, сердце болело, во рту чувствовался вкус железа. Она думала не о себе, а о том, что если упадет, бумаги опять станут просто мусором. На лестнице ее догнал Лосев. Ни Бычков, ни охрана, сам главврач. Он стоял внизу в расстегнутом халате поверх дорогого костюма и тяжело дышал. «Куда вы с этим пойдете?» — спросил он. «В полицию. Они сначала позвонят мне, в министерство, там ставили подписи». Он говорил уверенно, но лицо его уже потеряло спокойствие. Вера отступала к пожарной двери. Она вспомнила последнюю страницу Рощина, которую так и не успела прочитать до конца. Там было имя. Не врача, не чиновника. Следователя из областного управления, которому профессор доверял когда-то дело о поддельных экспертизах. Имя и старый номер телефона. За дверью шумел дождь со снегом. Сигнал на телефоне появлялся только у ворот, возле сторожки. До них было метров 300 по открытой территории. Лосев понял, куда она смотрит, и тихо сказал: «Не успеете». Вера толкнула дверь плечом и выбежала в ночь. Ночь ударила в лицо мокрым снегом. Вера почти сразу поскользнулась, но удержалась за ржавые перила. За спиной хлопнула дверь. Бычков бежал тяжелее, Лосев кричал охране. Над больничным двором качались фонари, освещая лужи, сугробы и серые стены, где десятилетиями прятали чужое отчаяние. Вера добежала до старой березы у прачечной. Там телефон поймал одну полоску связи. Пальцы не слушались. Она набрала номер с последней страницы дневника. Мужской голос ответил после долгих гудков. Вера назвала фамилию Рощина, больницу и сказала, что доказательства у нее на руках. Потом связь оборвалась. Она не знала, поверили ей или нет. Бычков был уже близко. Вера спрятала карту памяти в щель старой скамейки, а папку прижала к себе. Если заберут одно, останется другое. Этому ее научил покойный профессор, который годами прятал правду в наволочке, потому что другого сейфа у него не было. У ворот появился свет фар. Сначала Вера решила, что это охрана. Потом увидела не больничную машину, а темный служебный микроавтобус и людей в форме. Позже она узнала, что следователь давно ждал повода войти в это учреждение, но ему не хватало живого свидетельства и документов. Звонок Веры стал не началом, а последним недостающим камнем. Больницу закрыли не сразу. В России, правда, редко входит в дверь торжественно. Сначала были допросы, изъятие журналов, попытки списать все на нарушение хранения препаратов. Лосев нанял адвокатов. Чиновница заболела и исчезла из публичных мероприятий. Галина Петровна дала показания только на третьи сутки. Климов написал заявление сам и плакал, когда подписывал каждую страницу. Пациентов переводили в другие учреждения постепенно. Марину Сомову нашла дочь. Они встретились в коридоре временного отделения, долго стояли рядом и не могли обняться, потому что слишком много лет между ними провели чужие руки. Михаил Петрович Зайцев снова начал говорить. Первым делом он попросил найти фотографию жены. Вера уволилась. Она не стала знаменитой, не полюбила интервью и не научилась говорить красиво. Иногда ей снился 7-й корпус, синий стаканчик и руки Аркадия Львовича, сжатые до боли. Последнюю страницу его дневника она хранила в книге матери между рецептом пирога и старой квитанцией за свет. На странице было написано: «Если это прочтет человек, который еще способен сомневаться, значит, я не зря сопротивлялся». Вера долго думала, что сомнение — слабость. Теперь знала. Иногда с него начинается мужество.
Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.